Друзья, я малость приболел, поэтому видео про плавный пуск и мощный компрессор от компании Foxwell, который я уже почти собрал, выйдет чуть позже. Но есть и хорошая новость. Сегодня расскажу и покажу двухступенчатую коптильню, которую уже давно собрал и обкатал. Чем эта коптильня лучше других? Она простая в изготовлении, внутри не собирается конденсат, для стабильной работы не нужен супер-пупер дымогенератор и компрессора, а горячее и даже холодное копчение можно делать круглый год. Моя версия выглядит немного сложной, но ее можно упростить. Уже после первых испытаний понял, что это самая удачная модель из тех, что я когда-то делал. Идеей для самоделки послужило случайное объявление о продаже 50-литровых стальных бочек по бросовой цене. Я купил целых 5, а прототипом стал китайский вариант. Форма оказалась довольно удачной. Обрезав бочку по нижнему ребру, я убедился, что она садится на другую достаточно плотно, что позволит собрать коптильню из 2, а то и из 3 ступеней. Сердцем для коптильни стал самодельный лабиринтный дымогенератор. Я знаю, что у многих лабиринтники не хотят работать. И, как правило, если жалуются, то жалуются на такие. Причина в конструкции. При слишком мелкой щепе огонь, а точнее тление, может пойти не только по лабиринту, но и перекинуться сквозь сетку. Еще чаще случается так, что при плохой приточной вентиляции небольшим каналам лабиринта не хватает воздуха, чтобы поднять нормальную температуру для режима тления, отчего щепа гаснет. Дорожки моего лабиринта не соприкасаются, к тому же они шире и выше китайских, что позволяет засыпать даже более крупную щепу и поддерживать внутри подходящую для тления температуру. И в целом мой лабиринтник на треть больше, отчего щепа тлеет не 6-7 часов, как у китайцев, а 12-14. И всегда сгорает до конца. К теме лабиринтника и щепы мы еще вернемся. Дверцу сделал на случай, если будет гаснуть щепа. Но щепа не гаснет, а значит дверь можно было и не делать. Тем более, что на дверцу я потратил больше всего времени. Что с ней было не так? Прямоугольник вырезал по размеру лабиринтника. И как оказалось, металл у бочки тонкий. Пришлось сделать дверцу из миллиметровой нержавейки. Место для крепления петель тоже пришлось усилить нержавейкой. Вначале петли приварил контактной сваркой к пластине, а затем все вместе приварил к бочке. У кого нет контактной сварки, все это можно посадить на болты, либо обварить полуавтоматом. С ручкой сильно не мудрил. Приварив дверцу и запор, обнаружил очередной косяк. Небольшая щель над дверцей, через которую мог выходить дым. Поэтому край дверцы обмазал высокотемпературным герметиком. И дополнительно усилил жесть над дверцей, потому как прогибалась. За кадром сделал простейшую приточную вентиляцию, без нее никак. Выше дверцы приварил 4 небольших уголка, на которые ставится жироулавливатель. Еще выше 2 пластины, на которые ложится решетка, либо ставятся прутки. Контактная сварка возможной нагрузки выдержит легко. Во второй ступени, где обрезал дно, как и в первой, приварил 2 пластины для прутков и решетки. В крышку врезал дюймовый кран для дымоотвода. Кран не жалко, он размороженный. Бочка с дверцей будет использоваться и для горячего копчения. Чтобы синяя краска не обгорала, пришлось ее снять и покрасить огнестойкой краской. Горячее копчение будет делаться на открытом воздухе. Вместо лабиринтника ставится кастрюля с горящими углями, выше тарелка со щепой, прижатая жироулавливателем, чтобы щепа не горела. Можно обойтись и без углей. Щепу сыпем на дно бочки, сверху чем-то прикрываем, а коптильню ставим на плитку или открытый огонь. По такому принципу работает вот эта коптильня, купленная когда-то в Норвегии. Очень удачный вариант. Дымоотвод же нужен исключительно для холодного копчения в помещении. Трубу приколхозил от пылесоса. Чтобы было видно, как идет дым, смастерил прозрачный пузырь. Дым почти не заметен, но зато заметен конденсат, который стекал по стенкам с улицы. Не было бы пузыря, конденсат стекал бы в коптильню. И последнее, что я сделал, установил термометр. Щепу я принципиально не покупаю, делаю сам. Принес из-за забора пару веток, это ясень, закрепил в тисках старый электрорубанок и строгаю под углом, чтобы волокна были покороче.
За час настрогал мелкой щепы, которой хватит на год. Кстати, если сравнить расход щепы лабиринтника и дымогенератора, то лабиринтники минимум в 4 раза экономичнее. Подготовка к копчению занимает несколько минут. Наберем щепы. Обратите внимание, фракция моей щепы крупнее, чем рекомендованная для китайских лабиринтов. Оденем вторую ступень. Ну а дальше загружаем то, что будем коптить. У меня уже не раз коптилась домашняя и московская колбаска, сало. Очень вкусная получается скумбрия, селедка и красная рыба. После первых 3 копчений за процессом уже не следил. Загрузив в обед сегодня, вынимаешь утром следующего дня, не сомневаясь, что все готово. Лабиринт после копчения пару раз чистил металлической щеткой. 1 раз просто проковил. Экспериментировал со щепой. В относительно мелкую фракцию щепы из ясеня добавлял более крупную фракцию ольхи. Даже при таком сэндвиче все сгорало до грамма. Пару слов о запахах. Когда первый раз коптил в гараже, то боялся, что гараж пропахнет копчениями. На практике дымом и копчениями пахнет только когда открываешь крышку и вынимаешь готовый продукт. Через час после этого запахи выветриваются. Еще ни слова не сказал о плотности дыма. Она небольшая. И это хорошо, потому что при большой плотности у продуктов появляется привкус как бы мыла. Продукты предварительно приходилось заворачивать в марлю или салфетки. Лабиринтник дает количество дыма в меру и не портит вкус. С улицы еле заметно, как идет дымок. Учитывать нужно и то, что ясень дает дыма меньше, чем ольха или бук. Подводя итог, хочу сказать, что свою коптильню из холодильника с дымогенератором весной я разберу. Причин тому много. Большой расход щепы. За копчением нужно следить, потому что щепа иногда зависает и гаснет. Работает сезонно. При температуре ниже 12 градусов выпадает конденсат. И самое важное, вкус копчености из ступенчатой коптильни лучше. На этом все, дорогие друзья, спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк или дизлайк, ну а кто не подписался, не забудьте подписаться на мой канал.